Вы не поверите, что происходит, когда самые влиятельные люди в мире забывают, что камеры все еще включены. От президента США, которого стошнило на премьер-министра Японии, до первой леди, давшей пощечину своему мужу в прямом эфире, и президента, который обмочился во время исполнения национального гимна. Это те моменты, которые их службы безопасности хотели бы навсегда скрыть от ваших глаз. Первое. Отвлекшийся парень. Дипломатические приветствия обычно проходят сухо и вежливо, но на саммите G7 в Биаррице, Франция, в 2019 году стандартная совместная фотосессия превратилась в настоящую интернет-мыльную оперу. Все началось с того, что президент Дональд Трамп наклонился для своего печально известного неловкого поцелуя в щеку с канцлером Германии Ангелой Меркель с чрезмерно вытянутыми губами. Но главное зрелище произошло всего через несколько секунд, когда первая леди США Мелания Трамп повернулась, чтобы поприветствовать премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Фотографы запечатлели, как она наклонилась для традиционного поцелуя в щеку с удивительно гламурным, томящим выражением лица. Трюдо выглядел безупречно очаровательно, а Дональд Трамп стоял прямо между ними, опустив глаза с мрачным суровым видом. В итоге стоп-кадр казался не глобальным политическим саммитом, а драматичной рекламой из модного глянцевого журнала. Уже через несколько часов снимок взорвал социальные сети, породив вирусный хэштег «Мелания Loves Трюдо» и бесчисленные сравнения со знаменитым мемом «Отвлекшийся парень». Второе. Президент США Джордж Буш-старший теряет сознание и его тошнит на премьер-министра Японии. 8 января 1992 года президент США Джордж Буш-старший присутствовал на официальном государственном банкете, устроенном премьер-министром Японии Киити Миядзавой в Токио. Ранее в тот же день Буш сыграл напряженный теннисный матч против императора Японии и, как сообщалось, боролся с желудочным недомоганием. Прямо под прицелом включенных камер за официальным обеденным столом Буш внезапно побледнел, наклонился влево, и его стошнило прямо на колени премьер-министру Японии. Затем он потерял сознание. Первая леди Барбара Буш вскочила, чтобы вытереть лицо мужа салфеткой, пока подбегала охрана. Эти кадры были настолько шокирующими, что облетели весь мир за считанные часы, а в японском языке даже появился новый сленговый термин «бушусуру», что буквально означает «делать как Буш». Позже врачи подтвердили, что он страдал от острого гастроэнтерита. Буш поправился и позже пошутил своему врачу: «Закатите меня под стол, пока не закончится ужин». По сей день ни один государственный деятель не устраивал более легендарной дипломатической катастрофы. Третий. Джо Байден перепутал сестру со своей женой. В супервторник Джо Байден стоял между своей женой Джилл и сестрой Валери. Вспыхнули камеры, он повернулся к микрофону и сказал: это моя сестра Валери, а я муж Джилл». Затем его лицо изменилось, когда он понял, что перепутал. «О нет, это...» Он запнулся, а затем добавил: «Ребята, вы меня подставили. Это моя жена, а это моя сестра. Они меня подставили». Этот ролик навсегда останется в архиве политических курьезов. Четвертое. Президент Трамп толкает премьер-министра Черногории. Во время встречи НАТО в Брюсселе, Бельгия, мировые лидеры выстраивались для официального группового фото. Когда они занимали свои места, камеры зафиксировали, как президент Дональд Трамп буквально оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича, чтобы занять более заметное место в первом ряду. Толчок был коротким, но очевидным. Маркович пошатнулся, восстановил равновесие и позже публично назвал этот инцидент безобидным. Однако дома в Черногории оппозиционные политики использовали этот момент, чтобы заявить, что их страну не уважают на мировой арене. Откуда вы смотрите это видео? Как вы думаете, это проявление силы или просто грубость? Напишите в комментариях ниже, чью сторону вы занимаете. Пятое. Заместитель премьер-министра Уганды упал на поле перед футбольным матчем. В 2018 году заместитель премьер-министра Уганды Мозес Али вышел на футбольное поле, чтобы сделать символический первый удар перед важным матчем. Он уверенно подошел к мячу, замахнулся ногой и полностью промахнулся. А дальше сработал закон всемирного тяготения. Он рухнул навзничь на траву прямо перед переполненным стадионом. Игроки, официальные лица и болельщики бросились помогать ему подняться.
Ролик стал вирусным под прозвищем «Мутамбл», и ситуация выглядела еще более неловкой, если вспомнить, что незадолго до этого он хвастался своим крепким здоровьем и силами продолжать работу на посту. 6. Макрон получил пощечину от своей жены Брижит. В мае 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит приземлились в Вьетнаме, чтобы начать важное дипломатическое турне. Камеры работали, когда открылась дверь самолета. Похоже, Брижит ударила мужа по лицу. Макрон попытался быстро сориентироваться, улыбнулся на камеры и даже потянулся, чтобы взять ее за руку. Она отказалась. Елисейский дворец сначала опроверг видео, затем назвал это дружеской подколкой, а потом обвинил пророссийские аккаунты в использовании этих кадров как оружие. Но ролик к тому времени уже разлетелся по всем платформам. А вот интересная деталь для дорогих читателей. Мария Элена Боски, бывший министр конституционных реформ Италии, часто становилась объектом мемов и обсуждений в сети. Один из самых давних мемов появился во время ее инаугурации в феврале 2014 года. Фотографию, на которой она подписывает регистрационный журнал инаугурации, пользователи интернета отредактировали в цифровом формате, создав различные оптические иллюзии и шуточные коллажи, которые широко разошлись в социальных сетях, таких как Twitter и Facebook. Поставьте лайк, чтобы мы знали, что наш контент приносит пользу. А если вы смотрите с телефона, обязательно нажмите кнопку «Хайп» прямо снизу. 7. Трамп останавливается, чтобы поднять фуражку морского пехотинца. Это должно было быть обычное отправление по взлетной полосе к вертолету Marine One, но ветер в тот день абсолютно не уважал президентский этикет. Когда президент Дональд Трамп приближался к вертолету, внезапный сильный порыв пронесся по полосе, сдув белый чехол с фуражки морского пехотинца, застывшего по стойке смирно. Вместо того, чтобы пройти мимо, Трамп остановился, нагнулся и поднял фуражку с травы. Он уверенно водрузил ее обратно на голову неподвижного солдата и крепко похлопал его по плечу. Но природа на этом не успокоилась. В ту самую секунду, когда Трамп отпустил руку, очередной мощный порыв ветра снова отправил фуражку в воздух. Морской пехотинец, скованный строжайшей военной дисциплиной, не повел ни единым мускулом, пока главнокомандующий во второй раз догонял его головной убор, чтобы в итоге передать его помощнику. Кадры мгновенно стали вирусными, явив миру забавное, незапланированное противостояние лидера свободного мира и упрямого порыва ветра. 8. Обама смотрит на ягодицы 16-летней девушки. На саммите G 8 фотографы поймали то, что показалось одним из самых неловких моментов в современной политической истории. Бывший президент Барак Обама, стоя на лестнице, судя по всему, смотрел прямо на ягодицы 17-летней бразильской представительницы по имени Майяра Таварес. Снимок облетел мир за считанные часы. Видеозапись позже показала, что Обама на самом деле повернулся, чтобы помочь другой участнице спуститься по лестнице, но стоп-кадр уже сделал свое дело. Подросток в одночасье стала знаменитостью в Бразилии. Неудачный ракурс или пойман с поличным? Расскажите, что видите вы, в комментариях. 9. Президент Байден упал во время поездки на церемонию выпуска в Академии ВВС США. Президент Джо Байден только что закончил вдохновляющую речь перед выпускниками Академии военно-воздушных сил США. Он поворачивается, чтобы сойти со сцены. Камеры все еще работают, толпа аплодирует. И тут, на глазах у каждого курсанта, каждого родителя и каждого репортера, он спотыкается о черный мешок с песком и плашмя падает на сцену. Офицеры бросились помогать ему подняться. Белый дом позже обвинил во всем мешок с песком, а сам Байден пошутил, что его подставили, обыграв английское «sandbagged». Но этот кадр стал незабываемым. 10. Владимир Путин рассказывает анекдот Ангеле Меркель. Президент России Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель для того, что должно было стать серьезным дипломатическим разговором. Вместо этого Путин решил рассказать сексистский анекдот. Он сказал: «Есть много анекдотов на эту тему. Что бы ни делали в первую брачную ночь, результат должен быть один и тот же». Меркель не засмеялась. Она даже не улыбнулась. Ее лицо стало каменным. Камеры зафиксировали каждую секунду ее недовольства, и этот момент стал одним из самых изучаемых примеров того, как одно неуместное замечание может сковать целую комнату мировых лидеров.
Если бы взглядом можно было убить. Как вы думаете, о чем Меркель думала в тот момент? Опишите выражение ее лица в комментариях. 11. Президент Джордж Буш-младший пытается выйти не в ту дверь. После выступления с важной речью в Китае бывший президент Джордж Буш-младший уверенно направился к тому, что он считал выходом. Он взялся за ручку и потянул. Заперто. Он потянул снова. Все равно заперто. Камеры запечатлели момент внезапного осознания, когда он повернулся к аудитории с виноватой улыбкой и пошутил, что пытался сбежать. В конце концов он нашел нужную дверь, но только после того, как миллионы зрителей увидели, как лидер свободного мира потерпел поражение от дверной ручки. 12. Премьер-министр Моди хлопает Дональда Трампа по руке. Дипломатические пресс-брифинги обычно проходят чопорно и официально, но на саммите G7 в Биаррице, Франция, в 2019 году стандартное общение со СМИ превратилось в незапланированное шоу буфонады. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди сидели бок о бок, отбиваясь от шквала вопросов репортеров. После того, как Моди высказался на хинди, предложив прессе позволить им обсудить вопросы наедине, Трамп наклонился к микрофонам и съязвил. На самом деле он очень хорошо говорит по-английски, просто не хочет разговаривать. Моди расплылся в широченной улыбке и потянулся через кресло для теплого рукопожатия. Но затем, в порыве излишне понебратского энтузиазма, Моди поднял свободную руку и звонко по-приятельски шлепнул прямо по тыльной стороне сцепленных рук Трампа. Трамп на мгновение выглядел ошеломленным таким внезапным и агрессивным проявлением дружеских чувств, прежде чем посмеяться вместе со всеми. Эксперты по языку тела и простые зрители не могли оторвать глаз от этого невероятно мощного дружеского момента, который мгновенно взорвал социальные сети. Дружеская подколка или жгучий сюрприз? Напишите в комментариях ниже, что вы думаете об этом энергичном рукопожатии. 13. Президент Джо Байден обнимает Хиллари Клинтон. Это должно было быть простое предвыборное объятие. Джо Байден подошел к Хиллари Клинтон на сцене, раскрыл объятия и обнял ее. Проблема заключалась в том, что он долго не отпускал ее. Прошло 5 секунд, затем 10, затем 15. Хиллари начала похлопывать его по плечу. Универсальный сигнал того, что объятия окончены. Он продолжал обнимать. Она похлопала снова, на этот раз настойчивее. Эксперты по языку тела позже назвали это одними из самых неловких объятий в политической истории. Интернет сократил все до 3 слов. «Отпусти ее». 14. Президент Южного Судана Сальва Киир обмочился. В 2022 году во время исполнения национального гимна на официальной церемонии президент Южного Судана Сальва Киир стоял по стойке смирно. Камеры приблизили кадр, и зрители по всему миру увидели, как мокрое пятно медленно расплывается по передней части его брюк. Этот момент был крайне неловким для всех, но то, что произошло дальше, шокировало еще больше. 7 журналистов государственной телерадиокомпании, которые поделились этими кадрами, были арестованы и удерживались неделями без предъявления обвинений. Этот ролик стал мировым символом того, как авторитарные режимы пытаются любой ценой защитить имидж своих лидеров. Не слишком ли это сажать журналистов в тюрьму за постыдную утечку? Поделитесь своими мыслями об этой безумной попытке скрыть правду ниже. 15. Президент Камеруна Поль Бия потерялся на саммите США «Африка-90». Двухлетний президент Камеруна Поль Бия ошеломил зрителей, когда появился на саммите США-Африка, выглядя совершенно растерянным. Он бродил по залу, безучастно смотрел на других глав государств и в нескольких моментах, казалось, не понимал, где ему нужно стоять или сидеть. Другие лидеры тихонько направляли его на нужное место. Видео вызвало международную дискуссию о возрасте, дееспособности и о том, должны ли лидеры вообще оставаться у власти, когда им за 90. Для многих камерунцев этот ролик стал болезненным символом режима, который просто слишком затянулся. 16. Президент Гаити Эдгар Леблан Фис облился водой. Во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября 2024 года президент Гаити Эдгар Леблан Фис выступал с мощной речью о насилии банд и необходимости международной поддержки его страны. На середине выступления он потянулся к огромному кувшину с водой, стоявшему на трибуне.
Вместо того, чтобы налить воду в стакан, он попытался выпить прямо из кувшина. Ракурс был не тот, вес оказался слишком большим, и вода хлынула ему на лицо, на костюм и на саму трибуну. Он продолжал говорить, как ни в чем не бывало, но интернет за считанные часы превратил этот момент в мировой мем. 17. Рукопожатие Макрона и Дональда Трампа до побеления костяшек пальцев. Дипломатические рукопожатия должны быть дружескими символами международного партнерства. Но когда президент Франции Эммануэль Макрон встретился с Дональдом Трампом в посольстве США в Брюсселе в 2017 году, обычная фотосессия превратилась в мучительно напряженную битву за альфа-доминирование. Под щелчки камер два лидера сцепили руки в столь яростном хвате, что костяшки их пальцев заметно побелели. Секунды шли, но ни один не уступал. Их челюсти сжались, взгляды скрестились в стальном неподвижном прищуре, и когда Трамп наконец попытался отдернуть руку, Макрон крепко вцепился в нее, отказываясь отпускать еще несколько секунд. Эксперты по языку тела и политические комментаторы буквально сошли с ума от этих кадров, анализируя каждую микромимику этого затянувшегося 6-секундного физического противостояния. Позже Макрон признал, что этот жест не был невинным, назвав его «моментом истины», призванным показать, что он не пойдет даже на мелкие уступки. Это остается одним из самых агрессивных и неловких приветствий в современной политической истории. 18. Президент Бола Ахмед Тинубу подскользнулся и упал. 12 июня 2024 года должно было стать днем триумфа для президента Нигерии Бола Ахмеда Тинубу. Празднуя День демократии на площади Игл в Абудже, президент был окружен тысячами ликующих граждан и полноценным военным парадом. Но когда он сделал шаг, чтобы подняться на парадный автомобиль, у гравитации были другие планы. Его нога соскользнула, и в мгновение ока лидер самой густонаселенной страны Африки растянулся лицом вниз. Охрана с молниеносной скоростью бросилась поднимать его, но цифровая эпоха оказалась быстрее. Хотя его пресс-секретарь позже утверждал, что президент не Супермен, кадры падения вызвали бурные общенациональные дебаты о здоровье и имидже. Даже его самые ярые соперники публично выразили сочувствие. Но в интернете падение на площади Игл мгновенно стало устойчивым мемом. 19. У министра иностранных дел во время выступления выпал зуб. Представьте, что вы высокопоставленный министр иностранных дел Южной Кореи. Вы находитесь на огромном предвыборном митинге, атмосфера наэлектризована, и вы подходите к кульминации своей страстной речи. Вы открываете рот, чтобы нанести финальный сокрушительный удар по своим политическим соперникам, и у вас вылетает передний зуб. Министр не просто сбился с мысли. Его стоматологическая деталь с отчетливым звоном упала прямо на микрофон. Толпа не просто захихикала, стадион взорвался хохотом. В ситуации, которая могла бы обернуться позором, ставящим крест на карьере, министр фактически спас положение. После 3-секундного ступора от чистого шока он расплылся в широкой беззубой улыбке и начал смеяться вместе со всеми. Это остается одним из самых очеловечивающих, хотя и слегка жутковатых курьезов, когда-либо пойманных на включенный микрофон. 20. Канцлер Ангела Меркель проигнорировала Нарендру Моди. Дипломатический этикет похож на отрепетированный танец, и когда кто-то путает шаги, на это мучительно смотреть. Во время важного саммита премьер-министр Индии Нарендра Моди протянул руку для стандартного рукопожатия перед камерами с канцлером Германии Ангелой Меркель. Но Меркель просто этого не заметила. Или предпочла не заметить. Она смотрела прямо перед собой, устремив взгляд вдаль, оставив руку Моди парить в холодном европейском воздухе, словно забытая «дай 5». Эта зависшая рука оставалась в таком положении целую вечность. Хотя позже аналитики утверждали, что рукопожатие все же состоялось через несколько секунд за кадром, ущерб был нанесен. Это стало главным символом дипломатического холодного приема. Ой, а вас когда-нибудь оставляли без ответа на публичное рукопожатие?
Опишите этот неловкий момент в комментариях ниже. 21. Президент Сирил Рамафоса не знает, как носить маску. В самый разгар пандемии COVID-19 руководство должно было подавать пример. Президент Южной Африки Сирил Рамафоса вышел на национальную арену, чтобы в телеэфире продемонстрировать, как правильно носить защитную маску. То, что последовало за этим, оказалось комедией ошибок, которую не смог бы придумать ни один сценарист. Он возился с резинкой, его пальцы запутались, и в кульминационный момент этой борьбы ему удалось натянуть маску полностью на глаза, фактически ослепив себя в прямом эфире. К его чести, Рамафоса позже посмеялся над собой, но для мира, измученного локдаунами, президент с повязкой на глазах стал крайне необходимой комедийной отдушиной 2020 года. 22. Джо Байден спотыкается, поднимаясь по трапу Air Force One 19 марта 2021 года. Взгляды всего мира были умирстремлены на авиабазу Эндрюс, где Джо Байден готовился подняться на борт самолета Air Force One. Когда он взбегал по ступеням, предположительно, чтобы продемонстрировать бодрость, он зацепился носком и споткнулся. Он встал, сделал еще шаг и споткнулся снова. Затем в третий раз он упал на одно колено. К тому времени, как он добрался до верха и быстро отдал честь, эти кадры уже крутились на повторе в каждом выпуске новостей в мире. Белый дом обвинил во всем сильный ветер, но как для критиков, так и для сторонников это был момент в замедленной съемке, который на годы вперед подогрел дискуссии о физических возможностях президента. 23. Реакция Нэнси Пелоси. Во время мрачного обращения о положении страны президент Байден говорил на глубоко эмоциональную тему о токсичных мусорных ямах в Ираке и Афганистане, которые подорвали здоровье стольких солдат, включая его собственного сына. Это был момент глубокой скорби. Затем камера переключилась на общий план, и на заднем плане оказалась спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. По причинам, которые до сих пор ставят в тупик экспертов по языку тела, она начала тереть костяшки пальцев друг от друга и подаваться вперед со странной театральной ухмылкой, почти как кинозлодей, готовящийся к пиршеству. Это настолько не соответствовало траурному тону речи, что мгновенно попало в заголовки газет, заставив всех задаться вопросом, о чем она думала? Что, черт возьми, сигнализировало здесь Нэнси Пелоси? Поделитесь своими лучшими теориями в комментариях. 24. Мужчина схватил президента Франции Николя Саркози. Охрана мирового лидера должна быть невидимой, непробиваемой стеной. Но на юго-западе Франции эта стена рухнула на долю секунды. Когда президент Николя Саркози шел вдоль ограждения, общаясь с людьми, один человек протянул руку и не просто прикоснулся к нему, а схватил президента за плечо и резко рванул на себя к толпе. Голова Саркози откинулась назад, его глаза округлились от неподдельного ужаса, и на мгновение он показался совершенно беззащитным. Служба безопасности мгновенно скрутила мужчину, но кадры того, как случайный гражданин применил физическую силу к действующему лидеру G8, потрясли мировое разведывательное сообщество. Это стало пугающим напоминанием о том, что даже самые влиятельные люди находятся всего в одном шаге от катастрофы. 25. 3 собаки подчинились командам Дональда Трампа. Политика — это обычно человеческие дела, но этот момент пересек межвидовой барьер. Во время телевизионного выступления Дональда Трампа его риторика стала особенно горячей. Он указал на невидимого человека за кадром и скомандовал: «Простите, сядьте, вас не вызывали, сядьте, сядьте». В гостиной за несколько километров оттуда одна семья снимала своих 3 собак, которые спокойно стояли рядом. В ту самую секунду, когда Трамп рявкнул приказ, все 3 собаки, одновременно и с военной точностью, опустили зады на пол и уставились в телевизор с полным подчинением. Это было причудливое проявление вокального авторитета, которое стало вирусным как абсолютный властный жест, доказавший, что некоторые голоса имеют вес, даже если ты золотистый ретривер. Что из этого шокировало вас больше всего? Пощечина, которую услышал весь мир? Мокрое пятно, из-за которого арестовали журналистов, или рвота, породившая целое слово в японском языке? Расскажите в комментариях ниже.
И если вы хотите увидеть больше безумных, незапланированных и невероятных моментов, пойманных на камеру, нажмите на следующее видео на экране прямо сейчас. Нажмите «Подписаться», чтобы никогда не пропустить очередную вирусную катастрофу. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем ролике.